Привет, мои дорогие девочки. Когда у нас стрим, можете смело отматывать потом, если кто не успевает, на 2 минуты. И только тогда с голосом девочки стрим начинается. У нас сегодня, привет, мои дорогие. Сегодня 2 темы. У нас будет «Его чувства к вам сейчас». И вторая тема будет для тех, кто не встречается, девочки, с мужчиной, с мальчиком своим. И посмотрим, хочет ли он отношений с вами. А первое мы посмотрим на ваших мужчин, которых вы просматриваете постоянно. А второе гадание будет, хочет ли он отношений с вами, если у вас нету с ним никаких отношений. Просто просмотрим таких вот людей. Поперебираем, девочки, с вами королей. И посмотрим сначала. Гадать мы будем. Привет, мои дорогие, здравствуйте. Я по вам тоже очень соскучилась. И, если честно, я хочу больше даже снимать, да, гаданий. Или в стриме еще больше что-нибудь, таких болталок поустраивать с вами по вечерам. Но вот сейчас такое время, что чуть-чуть не успеваю все. Даже вот если новости не печатаю, когда будет стрим, по одной простой причине, потому что сама даже не знаю, успею или не успею. Ну, чтобы вас не подводить. Привет, мои. Доброго вечерочка. Вечер в хату, девочки. Ну, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. И гадать мы будем сегодня на одном таро. Это таро, девочки, убийца ворон называется. Такое красивое. Оно такое, знаете, не черно-белое, а такого оттенка интересного, такого пастельного, такого бежевого, девочки. Ну нет, это не бежевый цвет такой вот. Ну, короче, мой любимый цвет, девочки. Ну что, давайте посмотрим. Первую тему разложим на наших мужиков, на которых мы постоянно гадаем. Его чувства к вам сейчас. И это вы можете смотреть, с кем вы в ссоре, с кем вы не в ссоре, да, то есть такой общий расклад. А второй будет, девочки, хочет ли он отношений с вами. Если кто-то хочет посмотреть мужчину, с которым у вас нет отношений, да, мы посмотрим, желает ли он теоретически, гипотетически или еще как-нибудь вот встречаться, и как он видит себя в этих новых отношениях с вами. То есть он бы повстречался бы с вами для секса, или, девочки, он хочет ответственность на себя все-таки какую-то взять. Я вам скажу одну вещь. Моя одна подруга была так безумно влюблена все время в одного парня, да, но он такой вот бабник был. И выпивоха, да, но симпатичный. Но я вам скажу, что я его тоже хорошо знаю, и он довольно-таки умный. И она меня сколько раз просила, да, ну, чтобы я на него и приворот навела, и еще что-нибудь сделала. А я вот на него смотрю и думаю, блин, ну, еще одна коза, да, которая ему, как говорится, не нужна, то есть, да. И он даже откровенно тоже со мной поговорил, ну, типа, у нее ребенок. И даже пусть там кто-то его, ну, как бы он говорит, я не хочу на себя, я не смогу быть папой, да, относиться к этому ребенку, потому что у меня нет опыта, я не знаю. Короче, он приходил к ней под винишко, девочки, под коньячок, да, они там миловались, любовались, и на этом все заканчивалось. Но она не хотела в глаза в правде смотреть лет 7, да. Но из-за того, что как бы я ее отговаривала, конечно же, да, но не всегда и не сильно резко, но все же, говорю, твое дело, да, но если, ну, не складывается, она искала других. В общем, девочки, такие дела. Поэтому, хочет ли он отношений с вами, тоже интересная тема. Если вы с этим мужчиной не встречаетесь, он как-то вообще на какие отношения он с вами способен? То есть, может, это просто интимные такие отношения или все-таки серьезные? Но хотя у всех серьезных королей разные серьезные отношения. Ну что, давайте посмотрим. Его чувства к вам сейчас сначала посмотрим. Загадывайте своего мужчину, девочки. Свою эту зазнобушку. И давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. Но, мои дорогие, даже если у вас один, а вы еще до конца не определились, загадывайте всех, да. Даже можете все варианты не смотреть, но просто загадывайте имена мужчин на все 4 варианта. Потому что 4 короля, 4 стихии, они должны быть у вас названными. Потому что, девочки, вот эти вот пальцы, да, безымянные называются у нас. Почему безымянные? Без имени. То есть, когда мы одеваем сюда, надеваем обручальное кольцо, это уже кольцо того мужчины, которому мы принадлежим и который принадлежит нам. Поэтому он и безымянный.
Вот такие дела. А для того, чтобы у вас не было безымянных 4 пальца, девочки, да, то давайте все вот эти вот 4 стихии назовем разными именами. Не бойтесь, если вы назовете даже тех, которые вам нафиг не нужны, мужчины, да. Но только для того, чтобы вот работали вот эти 4 короля у вас при гадании. Гадание — это тоже таинство, с одной стороны, да. И когда мы соблюдаем, как говорится, это все, то я вам скажу, оно даже влияет. У кого никакой не запущенный случай, все нормально, девочки, вот реально срабатывает. Начинают вам и бывшие, и будущее, и мужички какие-то там на улице приставать, и где-нибудь в интернете номерком ошибаться. В общем, всякое бывает. Ну что, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. Убийца ворон. Мы сейчас 3 вороны отстрелим, девочки, с вами. И оставим одного вороного. Ну что, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас, мои дорогие. Так, первый вариант, второй, третий, четвертый. Загадывайте, пожалуйста, 4 короля. Слева направо, первый, второй, третий, четвертый. Добрый день, девочки, всем. Только начинаем с вами гадать. Сегодня 2 темы. Его чувства к вам сейчас. И вторая тема. Хочет ли он отношений с вами? Мы посмотрим тех, с кем вы не встречаетесь. Даже если, например, вы даже знаете, кого можете загадывать, даже свои какие-то вопросы задавать картам, и кто, например, второй разбирается, и вы видите даже картинку, вам сразу на какие-то вопросы придут свои ответы. Но интерпретировать мы их будем, чувства к вам сейчас, и хочет ли он отношений с вами, это будет вторая тема. А девочки, кто ждет, да, свой конкретный вариантик, и у вас есть свободное время, пообщайтесь в чатике, посмотрите, да, нас много, у нас сообщество, у нас не просто там зашли и натолкались в катралик, да, или в метро. Нет, девочки, у нас свое сообщество с вами. И поддерживать друг друга надо. Интересные моменты такие вот смотреть. Даже когда кто-то комментирует свой вариант, да, очень много подсказок с комментариев можно доставать для себя интересных, для своего варианта. Ну что, поехали, девочки. Первый, второй, третий, четвертый. Я так особо сейчас не спешу, потому что оповещения не сразу приходят всем, и некоторые поздно подключаются, когда варианты мы уже делаем, да, и получается меньше вариантов остается для выбора, и некоторым приходится там смотреть уже, когда в записи, а хочется в стриме, девочки, в прямом. Ну что, поехали, мои дорогие, тогда будем гадать. Первый вариант, его чувства к вам сейчас, мои дорогие. Дурак, девочки. Дурак — это все-таки 2 состояния. Будем в общем говорить. Первое, влюбленный. Это мужчина, у которого он влюблен, он хочет с вами встретиться, он прям, знаете, смотрит вам в рот, что вы скажете. Ой, я не хочу. Вот почему женщины капризничают, да, и ломаются? Потому что мужчинам это нравится. Этому мужчине нравится, когда вы ломаетесь, капризничаете. Он смотрит вам в рот. Он смотрит на вас влюбленными глазами. Но еще отрицательная черта этой карты нулевого старшего аркана, девочки, да, что он ведет себя как дурак, да, не зря его назвали шут-дурак, потому что он может дурачиться, вести себя неадекватно, да, и когда вы ждете от него каких-то серьезных действий, например, мы, женщины, как-то более, да, порядочные, то мужчина, он, как говорится, у него хаотичное броуновское движение, он стукается, не знает, что делать, как себя вести и все остальное, хихикает там, где надо хихикать, тупые шуточки какие-то могут быть, игнор, тупой игнор, да, даже вы какой-то вопрос зададите, и нормальный, спокойный мужчина, он на него ответит, ему будет это несложно, и ему будет как бы все равно, да, но он просто увидел и ответил, да. Вас же, девочки, да, по копанному бежит.
Такой вот интересный вариант. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Пятерка мечей. А вот я вам скажу так. Если я вот тут сказала, что будет как два варианта. Один влюбленный, а другой, девочки, мужчина такой, который охладел. То есть нулевой старший аркан, когда мужчина находится в таком холодном состоянии по отношению к вам. И если игнор такой идет у вас более 7 дней, например, он ничего не пишет, или вяло отписывается, да, в этом состоянии он может находиться до месяца, девочки. Вот реально, да, от полнолуния до полнолуния. А пятерка мечей здесь легла, да, она говорит о том, что он еще на вас как-то обижен. Либо, девочки, влюбленный и очень ранимый, да. То есть он вот вы скажете, ой, что ты сегодня такой рыжий, да. И он будет себя просто ненавидеть за свой рыжий цвет волос, грубо говоря. Или то, что он толстый, или то, что у него живот. Он может чувствовать себя некрасивым по отношению к вам. Да, я некрасивый, там, у меня там дряблая жопа, у меня пузо, у меня эти вот мешки под глазами, у меня длинный нос некрасивый, у меня там пахнут носки, да. То есть, короче, мужчина в себе очень такой... Ну, это не то, что не уверенный, а именно по отношению к вам, у влюбленного. Но также я вам скажу, про тот, который, например, вас игнорирует больше, чем 7 дней, вот эту пятерку мечей я объясню вам, что он... Ну, такое, знаете, пересыщение, ну, не отвращение, но такое, знаете, блин, как, ну, не хочется отвечать, он устал. Тут может быть эмоциональное выгорание. И в этом эмоциональном выгорании мы иногда такие вещи говорим, типа, все, отвалите от меня. А люди принимают это на все, на свой счет и думают, значит, ну, значит, не хочет со мной общаться, именно со мной, бла-бла-бла. А у него может быть эмоциональное выгорание. Пустой, опустошенный такой аркан дурака выпал. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. И вот это вот, мне так нравилась эта карта, девочки. Туз пентаклей выпал. Вот она, ваша вороночка. Но я для первого варианта скажу одну вещь, девочки, да. Если кто-то загадывал четвертый вариант или нет, вот эта карта, да, туз пентаклей, очень сильно связан с четвертым вариантом. Если этот мужчина вас, девочки, игнорит все-таки, да, и вы вообще думаете, надо он мне или не надо, то я вам скажу, что если вы никого не загадывали, вас ждет незнакомец, и его отношение к вам будет в четвертом варианте. А знаете еще почему? Потому что когда я еще не мешала картой и положила рубашкой вверх, да, была вот эта первая карта. Она даже, вы видели, наверное, лежала в начале стрима. А когда я выкладывала, я посмотрела, как вот этот четвертый зашел сюда. И я сейчас в последнее время на карту мага очень много обращаю внимания, да, старший аркан мага и вообще, например, в своей жизни. И дело в том, что вот этот вот туз пентаклей, один пентаклей, да, это дублирует карту старшего аркана мага. Ну, короче, и это, я не сказала это, да, сейчас в стриме, но фишка в том, что вот мне аж чесалось, но я промолчала, что типа одна ворона уберется. Ну, это про мужчин я имею в виду, что что-то у вас тут ждет еще один какой-то мужчина, девочки, но какой-то новый поворот вас ждет. Новый поворот, новый мужчина. Не просто там придет в вашу жизнь, да, но он вклинится, и вот будет у вас какое-то такое неожиданное и для вас, и для него общение. Какой-то, девочки, мистический мужчина к вам придет. Вот реально говорю. Потому что даже знаки, когда раскладываешь карты, такие... А давайте еще посмотрим. Чувство этого загаданного вами мужчины к вам. Императрица с дураком, девочки, я вам скажу. Здесь выпало. Вы на его эмоции сейчас вообще не смотрите. Хотя, что вам говорить, смотрите и не смотрите, девочки, смотрите на его эмоции, да, но фишка в том, что вы ничего не будете понимать, и они никак вам не помогут, да. Дело в том, что сейчас в вашу жизнь будет входить какой-то другой мужчина, это незнакомец, гость какой-то, возможно, приезжий мужчина, девочки, да, он будет похож по масти на пикового, да, это, скорее всего, даже вот...
темненький, черненький, в форме какой-то. Но дело в том, что вот это какой-то другая моща, другой мужчина идет к вам, реально. Но он как-то, знаете, а почему он так идет, этот другой мужчина? Королева Пентаклей, о которой говорили, да. Я вам скажу так. Вот прямо сейчас, девочки, вот прямо сейчас, когда мы сделаем вот этот расклад, вечерние разговоры, да, то есть о вас сейчас этот мужчина, который появится в вашей жизни, он говорит. Но я бы не сказала, что он прям знает вас, да. Возможно, ну, короче, и вы ему очень внешне будете нравиться. Он вам даже скажет какой-то... Это не комплимент будет, это будет какое-то такое, знаете, ну, красивое лицо. Ну, что-то в этом роде, да. Не пошлый какой-то комплимент, а такое что-то нормальное он скажет. Тут реально вот прям идет рогатка сейчас на другого мужчину, девочки. Вашего, то есть здесь как дурака, да, карта дурак-шут, но это старший аркан, и вы старшие выпали. Но по отношению к этому другому, королева Пентаклей, а он будет идти к вам, королева Пентаклей, на ваше красивое лицо. Вот в чем прикол, что на лицо. Так. А вот этого, которого вы, девочки, загадали, он, ну, такой, сейчас нервный. Это стресс какой-то у него. Это может быть болезнь, но я тут болезнь особо не рассматриваю, да. Все нервная, повышенная возбудимость, и после этой повышенной возбудимости сразу такой, знаете, руки обвисшие такие, да, то есть мотаются, ветер его сносит. Неадекватный. Непоследовательны в своих чувствах, в своих словах непоследовательны и в своих действиях непоследовательны. Императрица не должна опираться на эту непоследовательность действий. Но это состояние у него, девочки, ни одного дня. Ни одного дня. Возможно, болеет, да, но это как бы даже психосоматика, это не просто физическое состояние тела, это ближе к психике. Вот 80%, что вот психика у него сейчас повреждена, а не тело. Витаминов не хватает котику вашему. Но сразу, девочки, другой такой вот придет. И он такой, знаете, цепкий. Может, это рак, скорпион какой-нибудь. Ну, короче, такой вот мужчина с сильными такими руками, сильной хваткой такой, знаете, аж эти вот телефоны разбивает в своих руках. Вот такой вот мужчина идет. На ваше лицо. Он будет смотреть вам в глаза, девочки, этот мужчина. Но даже не знаю, вот интересно, что тут выпало. Так что посмотрите еще на этого мужчину, девочки, кому интересно четвертый вариант. Ладно, вот такой вот первый. Давайте посмотрим второй. Его чувства к вам сейчас, девочки. Второй вариант. Второй котик, девочки, сегодня у нас в раскладе. Показывает свою пушистую усатую мордочку и десяткой кубков. Скучает, девочки, по вам. Если он давно с вами не виделся, он хочет с вами увидеться. Он о вас много думает, да, и он как предвкушает что-то. Либо это общение предвкушает, либо встречу предвкушает. И такое, знаете, вот когда, например, мы с кем-то подружились, да, вот иногда хотим чем-то таким вот поделиться, да, что-то новое рассказать о себе, какие-то свои дела, вот новому человеку, к которому там хорошо там относимся, да, так он и с вами как такой внутренний диалог ведет, как будто что-то хочет рассказать. Если это ваш обычный, ну, мужчина, с которым вы встречаетесь, девочки, общаетесь, то он как хочет на хвосте, как сорока, вам новости какие-то принести.
Обдумывает, как вам что такое новенькое сказать. Хочет с вами пообщаться. Хочет с вами вот этой, знаете, вашей реакции. Этому мужчине нравится ваша реакция на его слова. Потому что он чувствует здесь и поддержку, и мудрость, да, и сюси-пусечки, девочки. Десятка кубков наполненная. Скучает и тоскует. Вот когда говорят скучает и тоскует, а есть такое гадание, девочки, может кто знает, да, на игральных картах, даже не гадание, да, когда тоску наводишь, да, до десятки червовой. Вот сейчас десятка кубков, вот как раз любит, тоскует, скучает, девочки. Давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам. Королева мечей. Мудрая. Ничего себе, королева пентаклей, девочки. Видит вас в платье. Надеюсь, это, девочки, свадебное ваше платье. От кого это, подожди, идет? От императрицы. Этот мужчина, девочки, я вам скажу, если вы думаете, что вы его просто любите и он просто вам нравится, то я вам скажу, что нет. Здесь дело в том, что он нравится еще и кому-то с вашего окружения. Ну, он может нравиться вашей маме, вашей сестре, вашей подруге, девочки, нравится. Этот мужчина нравится. На него смотрят, может, даже не сколько восхищенным взглядом, но таким, знаете, очень заинтересованным. Но это и родственницы могут быть, да. А могут быть девочки и ваши подруги, которые либо к нему доброжелательно очень относятся и об этом говорят, а может, как раз такие подруги, которые вот просто пускают на него, девочки, слюну. Вот такие вот дела. Позитивные карты, но обратите внимание. А давайте еще посмотрим, что этот мужчина чувствует к вам. Одни и те же карты, ну не одни и те же, но две выпало, и как и в первом варианте, девочки. Десятка кубков там идет 10, 1, 0, да. И тут как будто бы что-то хочет продублироваться, как с первого варианта. Но что ты хочешь продублировать с первого варианта? Что ты хочешь сказать? Ага, что ты хочешь сказать? И пятерка мечей выпала, девочки. 3 карты с первого варианта, одна за одной, как что ты хочешь сказать, и там пятерка мечей была. И туз был, девочки, и эта карта дублируется. Странно так дублируется. Почему-то. Второй и первый вариант связаны между собой. Хорошо. А почему здесь десятка тогда выпала? А почему там дурак тогда, если они похожи? Ревность, девочки, вот что идет во втором варианте. Ваш мужчина, девочки, ведет себя как дурак, как из первого варианта, из-за ревности. Он ревнует. Он ревнует. Ревность. Тут идет ревность. И знаете, в чем прикол, да? Дело в том, что на него-то, получается, кто-то смотрит так, что можно ревновать с вашей стороны, но получается, что ревнует этот мужчина. Обратите на это внимание. С чем это связано, его вот эта вот ревнивая... Ревность, девочки, дурацкая. От дурака ревность, да. Это его, может быть, кто-то и мог ввести в заблуждение. Короче, тут может быть Санта-Барбара, как ваша подруга намекает ему, что ты знаешь, у нее еще кто-то есть там или еще что-то, да, чтобы как-то, может быть, расстроить отношения. Потому что ревность дурацкая. Либо, девочки, он сам по себе ревнует, может быть, к вашей подруге, к сестре, к матери. Вот что-то тут такое, знаете, клубочек такой завязался, узелочек. Я вам скажу здесь так, девочки, почему-то мне так хочется сказать, да, а вы не давали никому свою расческу? Вот реально,
расческу никому не давали расчесываться в эти ближайшие дни, девочки? Главное, вот не давайте. Вот, и смотрите, если не давали, обратите внимание, от этого расклада буквально завтра, не дай боже, вот кто возьмет эту вашу расческу. Потому что если тут у кого-то могла быть магическая работа, а тот, кто на вас что-то наводил, будет расчесываться вашей расческой. Нельзя такого позволить. Оно будет лезть через это. Почему я об расческе говорю? Потому что, когда мы что-то делаем на расческу, вот такие вот махинации, когда мужчина ревнует дурацкой ревностью к кому-то, да, его хотят девочки, вот это вот перекрестное, это очень часто связано с магией, с расческами, когда кто-то имеет доступ. Ну ладно, это опустим, девочки. В общем, давайте резюмировать его чувства к вам сейчас, девочки. Мужчина любит, скучает и тоскует. Мужчина сильно ревнует. С вашей стороны есть кто-то, кто неравнодушен к этому вашему королю. И здесь может завязаться даже какой-то конфликт, да, то есть он будет говорить: не общайся с этой, не общайся с той, значит, просто не кидайтесь на стену, не защищайте, скажите: ну да, не буду меньше там общаться, ну, это вот, пойдите ему навстречу, потому что он разъяренный. А со своей стороны понаблюдайте, девочки. Кто это там к нему неравнодушен. Хорошо, если там мама просто не, это, как на зятька смотрит. Но карта хорошая все равно идет, да. То есть мужчина хочет рассказать вам какие-то новости. Вот такой вот второй вариант. Ну что, давайте третий посмотрим. Его чувства к вам сейчас. Справедливость вам выпала. 8-й старший аркан. Его чувства к вам сейчас. Верховная жрица. Ой, кара небесная ожидает вашего короля Пентаклей, девочки. Он, короче, шутит с огнем. Он конкретно шутит с огнем. Если этот мужчина вас обидел, девочки, вы чувствуете обиду, знайте, что за вас, как говорится, вступились высшие силы. И у меня похожий расклад на меня, знаете, как однажды сбылся. Вот как он сбылся. Я помню... У меня был такой человек, скажем так, да, и, короче, я что-то на него так реально обиделась, да, и хлопнула дверью, и мы как бы целый день не общались, а потом где-то на следующий день я говорю: ну что, как дела? Он говорит: ой, вчера в новой Ауди, да, в новом автомобиле, который, ну, недорогой, но новый, короче, это дверь вылетела как-то, дверь. Потом что-то еще случилось. И, короче, у него целый день вот эта вот вся фигня была, да. Он говорит: а ты что, может быть, что-то ты там делала? Я говорю: нет, ничего не делала, но обиделась. И дело в том, что за вас тут тоже пойдет ответка ему. А он как играет с огнем. Он просто балуется, да, но если вы, девочки, обидитесь, либо обиделись на него, то все. Получит по клюву конкретно. Он от вас. И я вам скажу одну вещь. Если у вас будет в ближайшее время какое-то с ним свидание, одевайте, девочки, темную одежду. Маленькое черное платье, к примеру. Почему бы и нет? Чулочки черные, если хотите больше. Вам идет тут черный цвет. Ему как королю Пентаклей, и вам как верховной жрице. А еще и правосудие. Это черный цвет для того, чтобы это на вас как-то там не легло, в общем. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Верховный жрец. Верховная жрица и верховный жрец. Пара. Это либо супруги, либо будущие супруги, либо вы прям, знаете, эти настолько родные, что просто капец. По духу даже. Колдовская семья. Он на вас очень похож, а вы на него. И вы одной вибрации с ним. А давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. 19-й старший аркан Солнца. Он, девочки, баловник, играет с вами, да, но получает от этого большой кайф и адреналин. Все, что он бы с вами не делал, девочки, он от всего кайфует.
Вот реально. Встречаетесь вы, не встречаетесь, игнорит он и от этого кайфует, да. Баловник, но он о вас очень сильно думает. Вы прям живете в его крови, мои дорогие. Верховная жрица живет в крови верховного жреца. А он прикидывается таким, знаете, баловником, пентаклевым кораблем. Он как оборотень, да, как хамелеончик такой. И 19-й старший аркан Солнца говорит о том, что ну это кармические, девочки, отношения. Старший аркан, старший аркан, старший аркан, старший аркан, девочки. И только один король пентаклей, и то это практически тоже к старшим арканам такой уходит. В рясе, я имею в виду, да? То есть он в каком-то облачении еще. Может, он магией занимается. Тут это, если он у вас колдун, да, то видно, что колдун. И 19-й старший аркан Солнца. Если вы с ним не виделись, девочки, то я вам скажу, тут будет встреча. Тут будет встреча у вас. Вы с этим мужчиной просто так не расстанетесь. Это и просто так ничем ваши отношения не закончатся. Тут вам еще играть да играть эту игру старших арканов. Думает очень много о вас. Вы в нем живете. Он думает, девочки, думает и говорит, и прям, ну не знаю, все пропитано. Как будто он даже ест еду, которую вы делали, да. Он носит одежду, которую вы ему там где-то, может быть, покупали. Ну, короче. Может, стоит, кстати, дерните занавесочкой, девочки. Может, стоит где-то под вашими окнами, курит. Вот такой вот классный вариант. Либо это уже пара, которая вместе живет, у нее все нормально, все хорошо. Все, мои дорогие, давайте четвертый посмотрим. Что же за четвертый вариант его чувства к вам сейчас? Шестерка кубков, девочки. Это, знаете, если вас связывает расстояние, точнее, между вами расстояние, да, то вот этому мужчине аж в попе винт. Хочется приехать к вам. Если это мужчина рядом с вами, девочки, он будет искать с вами встречи. Единственное, что его может отпугнуть, да, ваше отношение к нему, потому что тут он-то выстраивает к вам дорожку, но он хочет, чтобы она была легкая. По трудной дорожке он не пойдет, по легкой дорожке к вам пойдет. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. Не так уж много у него сейчас денег на это все. Он много работает, девочки, мужчина. Добывать, мозги работают у него сильно, да, сильно головой вертит, короче. Работает, девочки, много-много работы у него. Вот с работой связанная, да, и как времени присесть нету. И этот, конечно, на винт присесть, девочки. С винтом в попе присесть, это же тяжело. Вообще колесница. Он, девочки, если вы с ним на расстоянии, этот мужчина хочет к вам приехать. Прям вообще, понимаете, до слез. Понимаете, до слез. Если вы не на расстоянии, то этот мужчина прям хочет с вами быть, куда-то поехать, да, либо это планирует совместное путешествие какое-то. Ну, короче, про дорожки думает, сам мечется. И вот, знаете, нервное такое, да, то есть он в работе, но туда из угла в угол, из угла в угол, туда-сюда побежал, документики там, это вот, или там с дрелью бегает где-то, да, потому что у него винт в попе, а этот винт еще и стремление к вам тоже, но по легкому пути, по тяжелому он не поедет. В ближайшее время точно, девочки. Но колесница говорит, что поездка может отложиться на какое-то другое время, но стремление к вам есть. Давайте еще посмотрим. Он считает вас парой своей королевой мечевой, сам мечевой выпал. Ну... Вот знаете, вот шестерка кубков, когда вот вообще кубки выпадают, когда рассказывают про чувства мечевых, так интересно, да? У них вот особый мир, свой
Девочки, вот кто выбрал этот 4-й вариант, да, это мужчина особенный, и вы особенная. И вот если даже вспомнить первый, я в первом говорила, что 4-й, да, а тут я сейчас смотрю, дорожка, он придет, этот мужчина, девочки, кто загадывал первый вариант. А кто выбрал просто 4-й на своего мужчину, ну вы пара довольно-таки странная, необычная. Многие люди вас не понимают, да, ваши телодвижения. Но вы так, знаете, он понимает вас с полуслова, вы понимаете его с полуслова, что он хочет. Ну, короче, тут все нормально, девочки. Тут можно строить отношения даже прям с нуля с этим, потому что будет легко. И главное, чтобы вам было все время легко. Но, знаете, есть такое выражение, ну, вы знаете, в любви и радости, да, и в горе, и в радости, и в горе, да. Но дело в том, что вот с этим мужчиной тяжеловато именно в горе. Вам как какие-то трудные моменты надо жить по отдельности, потому что вы сами мечевые, чтобы вы друг друга не подрали, да, а радоваться вместе вам. И вот когда вот этот баланс будет, то очень счастливая пара может быть. Но если вы будете ждать, когда он вам в горе будет помогать, или там его гладить мечом по голове, когда он ему в горе, вот этим как бы не поможешь отношениям. Обратите внимание. Но и отношения у вас интересные. Вы сами, как пара, вы очень интересные. Необычные. Вот такой вот, мои дорогие, расклад был. Это мы с вами разложили его чувства к вам сейчас. А сейчас, котики мои, расклад номер 2 у нас будет. У нас будет трудный, веселый, я надеюсь, расклад. Хочет ли он отношений с вами? Мы здесь будем смотреть бесперспективняк, девочки. Если вы не выговариваете это слово, значит он еще более-менее перспективный. Если вы его уже бесперспективняк выговариваете, то, короче, может и не стоит, а? Давайте посмотрим, хочет ли он отношений с вами. Здесь будем загадывать мужчин, с которыми у вас нет отношений. То есть, если у вас не было интимной связи, если он не рыба, не мясо, девочки, да, если вроде бы, например, секс уже был, а он просто ходит иногда на секс, то есть мы посмотрим, рассматривает ли он вообще вас для отношений, либо не рассматривает, да, и для каких отношений. То есть он хочет с вами там интима, а может вы там что-нибудь хорошо делаете, лепите пельмени. А может он хочет поесть к вам прийти или еще что-нибудь. Давайте посмотрим, хочет ли он отношений с вами, девочки. Хочет ли он отношений с вами. Так, и у нас, девочки, будет тоже 4 варианта. Мы будем делить на 4 королей, на 4 стихии. Первый вариант, второй, третий, 4. И можете загадать тут всех своих бесперспективников или таких непонятных, девочки, мужчин. Можете загадать кого-то нового. Хочет ли он отношений с вами? И каких еще посмотрим заодно. Бесперспективняк он или перспективняк, девочки? Перспективный или нечего там смотреть. Но давайте этот расклад сделаем таким жестче, да, то есть не будем выбирать слова, девочки, а то, что будет выпадать, то я и буду говорить. Мы раскладываем тех, на кого не жалко, девочки. Если он ни рыба, ни мясо, да, и если мы ничего не знаем, почему вы так вот конкретно его не посмотреть? Только не обижайтесь, потому что я, возможно, могу, девочки, где-то резко говорить. Но я люблю так порезче. Кого не жалко, девочки. На закуску.
Ну что, поехали. Первый, второй, третий, четвертый вариант, девочки. Хочет ли он отношений с вами? Ну что, первый. Хочешь ли ты отношений с этой женщиной? Тройка пентаклей. Ни рыба, ни мясо, ни рыба, ни мясо. И хочет, знаете, на двух стульях посидеть. Мужчина, который, девочки, хочет, рассчитывает и побогаче, и чтобы помоложе, и чтобы без детей, и чтобы голову ему никто не колупал, чтобы тещи у него не было желательно, чтобы была сиротка, богатая, со своей квартирой. И чтобы он на вас мог положиться. Сам любит врать, девочки, да, врать по мелочам. Он не сильно, конечно, врет, да, но любит где-нибудь спеть песню кому-нибудь. Много всяких мечтаний у него насчет будущего своего. Но я вам скажу, что он ведомый в первую очередь. Хотите с ним отношения? Его, девочки, легко взять обычными женскими способами, да. Там, где-то интимом, где-то еще чем-то. Ну, короче, по-обычному, да. И его можно как бы добиться. Враньем, девочки. Можете наговорить, что у вас там много бабла. Можете наговорить, что у вас там ну, что угодно, короче. А почему бы и нет? Тройка пентаклей, девочки, это низкий потенциал у мужчины по отношению к вам. Хочет ли он отношений с вами? А это, девочки, он не то, что такой, знаете, хочет или не хочет отношений именно с вами. Он сам по себе такой. У него 18-й старший аркан Луны. Человек, который сам не знает, что он хочет, он пытается действовать по интуиции, но интуиция, может быть, у него не совсем развита. Почему я об этом говорю? Потому что тройка пентаклей выпала. Надеюсь на интуицию, которая плохо развита у него. На авось какой-то идет. И если бы ДКБ, но просчета никакого нету. Вот если дать девочке этому мужчине в шахматы, он не то что не выиграет, да, он просто будет ходить на авось, не задумываясь ни на 3 шага вперед, ни на 4. Он просто будет играть, как, не знаю, зачеркивать в лото какие-то циферки. Ну, такое что-то. Повезет, так повезет, не повезет, так не повезет. Но это он сам по себе такой. Он не только к вам такой, он вообще такой. Он вообще такой. И еще, девочки, если он тут у вас выпивоха, он сопьется. Если он у вас здесь пьет, девочки, да, он сопьется. Ну, я имею в виду, когда, знаете, не то, что там выпивает коньячка просто или еще что-то, но тут психика такая, что он может плохо кончить. Если вы уже видите, что он бухает, девочки, да, и так вот и аж глаза такие соловелые у него, то у него такого хорошего будущего не жди. С женщинами у него не особо, девочки, везет. Не везет. Да, он и не ставит перед собой такие цели, жениться, там, не еще что-нибудь. Так, давайте еще посмотрим. Хочет ли он отношений с вами? Десятка мечей. А кто это его так дернул? Влюбленные. У него, девочки, смотрите, его надо чистить, этого мужчину, по-любому. Вот вычищать те подвалы, понимаете, которые полностью у него забарахлились. Для того, чтобы вернуть его к нормальной жизни, его надо почистить. Тут может быть на нем старый какой-то приворот, кривой приворот, да. Этот мужчина может пить, бить, у него может... Вот у него есть какой-то такой вот недостаток по отношению к другим людям и женщинам, да. Он может биться, орать, ругаться, он может как-то себя вот по-дебильному вести, да. И смотрите, да, влюбленные это выпали и десятка мечей. Если вы тут загадали, девочки, своего бывшего, хочет ли он отношений, тяжело. Он бы и хотел бы этих отношений, может быть, да, но это какая-то рана от того, что было. Его, девочки, что-то ранило, у него психика не совсем нормальная, да, но с этим человеком можно построить отношения, если вы хотите, да, если его прям почистить. И у него какой-то специфический запах. Вот я сейчас даже раскладываю, да, и я смотрю на эти карты, да, и мне как... Я хочу через раз дышать, да, чтобы вот что-то такое мне не шло. Какой-то специфический запах у него.
Не то, что я имею в виду, что он воняет, как-то специфически пахнет он. А что еще? Хочет ли он отношений с вами? Тройка кубков, девочки. Тут отношения возможны. Но если вы прям будете, знаете, очень хотеть этих отношений. Просто он ведомый, и его надо возвращать к жизни, помыть, да, и это накормить, чтобы он вот вернулся в состояние нормальное, более-менее нормальное. С психикой проблемы у него. Но это у него вообще не только к вам. Это вот такой вот, девочки. Ну, такой вот. Это то же самое, что купить вторичку, девочки. Вот вы купили квартиру, которую никто не мыл 150 лет, да. И там вот надо выносить все, убираться, переклеивать обои, красить рамы, там еще что-нибудь. Ну, короче, вот такая вот вторичка, которую надо чистить для того, чтобы жить там. Потому что если вы не будете чистить ее, вы будете также вонять бабушатником, как та вторичка, вторичное жилье, понимаете, в котором вы перенесете свои вещи. Поэтому его надо сначала почистить, потом... я не говорю тут, как его чистить по одной простой причине. У нас общий, девочки, здесь вариант, да. Надо пробовать разные варианты. Вы уже отталкиваетесь от того. Но если, девочки, он бухает у вас, да, то я не скажу... Вы не нарколог, вы с этим не справитесь, да. Когда человек бухает, но все равно женщин часто тянет к таким мужчинам, да. Но тут хорошего ничего не жди, все равно. Ладно, мои дорогие, давайте посмотрим второй вариант. Хочет ли он отношений с вами? Рассматриваем бесперспективняк. Восьмерка жезлов. Двойка жезлов. С ним надо очень много разговаривать, с этим мужчиной. Шестерка кубков. Чем больше с ним разговариваешь, чем больше у вас, например, общие интересы, например, в делах каких-то. Вот ему интересно и темы про работу, про развитие какое-то, да, что-то такое, что-то такое. И вот когда, да, дорогой, классно, вообще, зашибись, блин, ты такой умный, там, тараливали. Ему говорите это, да, и от этого у него начинает распускаться его привязанность. То есть с ним надо очень много говорить, разговаривать с ним на одни и те же темы, связанные с работой, зарабатыванием денег. И он привязывается через разговоры. Да, и очень привязывается, девочки. И очень привязывается. Очень привязывается. Он ищет, девочки, единомышленницу. Единомышленницу ищет он. У него такой вот предпринимательский склад ума. Ему хочется что-то открывать, все. Он многим чем таким интересуется, как люди зарабатывают деньги. Я тоже хочу, там это вот, то ралювали. Это, как знаете, такой вот менеджер по продажам, который работает в поле, да, такое выражение. Это тот, который все время разъездная какая-то работа, там то показываю, то тут на ус мотаю, короче, такой вот деловой, да. И дело в том, что если вы поймаете одну волну с ним насчет этой работы, все остальное, то он такой, типа, о, она на движе, классно, классно. Чем больше он будет с вами разговаривать на эти темы, да, тем больше он будет привязываться. Чем больше он будет к вам привязываться, да, и дальше пошли старшие арканы. 19-й аркан, Солнце и, девочки, Верховный Жрец. Знаете, какой он мужчина? Если ему правильно показать, что вы так же думаете, как он, хотите развиваться так же, как он, ла-ла, тополя, побежали сюда, побежали туда, да. А дело в том, что не надо, например, быть наравне с ним. Он потом, как Верховный Жрец, возьмет вас под свое крыло. И у вас именно идет здесь через разговоры, девочки. Вот вам прям, знаете, вот горловая чакра, мои дорогие, должна быть задействована. Потому что если вы не разговариваете с ним или ждете, чтобы он вас что-то спрашивал, все остальное, он в этом не заинтересован. Ему хочется этого движа и единомышленника. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Так что, девочки, с ним, хочет ли он отношений, его заговорите, все, ваш он, девочки.
но только с подходом, то, что вы будете единомышленницей. Вот такие вот дела. Он ищет единомышленницу. Просто секс ему не интересен, просто свадьба ему тоже не интересна, ростить детей ему тоже не интересно, ему надо единомышленница. Если он у вас, например, любит, например, даже какие-нибудь эти... ездить, кататься на каких-то автомобилях по болотам, или там, я не знаю, там в клуб этих лучших библиотекарей города, да. Ну, короче, у него какие-то такие увлечения, и если вы будете их разделять, будете его единомышленницей, он все, ну, типа, попал мальчик. И берет потом женщину под свое крыло. Он, девочки, берет женщину под свое крыло. Вот такие вот дела. Ладно, давайте посмотрим третий вариант. Хочет ли он отношений с вами? Отшельник. Девочки, ничего ему не надо, ничего не хочет. Отшельник выпал. Либо он в отношениях, либо не смотрит просто. Отшельник. Давайте еще посмотрим, хочет ли он отношений с вами. Императрица. А вы достойная женщина, которая смотрит в сторону отшельника. То есть, понимаете, это получается императрица, у которой должен быть император. Она не на императора смотрит, не императора себе ищет, да, она берет мужчину кастрированного. То есть у него чикалка, уже все отчикано-почикано, и он не сможет быть с вами императором, не сможет императорский королевский род продолжать. Он не сможет делать эту семью, потому что он просто... Вы спутали, девочки, императора своего и отшельника. Два старших... Я тут даже не добавляла бы даже никакие другие карты. Это императрица попутала, как говорится, да. Она, возможно, увидела корону на этом мужчине, да. Но он отношений не хочет, девочки. Не то, что с вами не хочет. Он к вам выпадает императора. Ой, не императором. Он выпадает отшельником. Как кастрированный мужчина, которого выбирает женщина для продолжения рода. Ну, это... Никак, девочки. А вы достойная. Достойная из достойнейшей, у которой будет император. Вот, девочки, кто сейчас один, кто свободен, то я вам скажу, что если вы уже старшим арканом императрицей выпадаете, вот прям скоро будет у вас император. Понимаете? Поперебирайте, пусть у вас пальчики поработают. Потащите когти об этих котов, девочки, драных и не драных, да? Вот такие дела. Император рядом, девочки. Но я вам скажу такой момент. Один все-таки такой момент. Ну, надо сказать, как бы на этот вариант, да? Отшельник, девочки, это 9-й старший аркан. 9, если перевернуть, это 6. 6 это влюбленные, да? Возможно, но не сейчас, далеко не сейчас он может стать вашей парой. Но не сегодня, не завтра, не послезавтра, не через месяц. Понимаете? Через долгое время. Держите его в уме, этого мужчину. Перевернется девятка в шестерку, окей. Не перевернется, есть для вас другой император. Одна вы не будете, не пропадете. Тут 100% у вас будет пара. Вы не будете одни. Ладно, давайте посмотрим следующий вариант. Хочет ли он отношений с вами? 4-й вариант, девочки. Хочет, но молчит. Здесь выпал, девочки, рыцарь Пентаклей у вас. Знаете, что любит этот мужчина? Этот мужчина любит комплименты. Этот мужчина любит, чтобы на него смотрели, чтобы делали ему вот эти вот комплименты. Говори мне, кружите меня, кружите. Вот что хочет этот мужчина. Этот мужчина может строить глазки направо и налево. С вами, с кем-то другим, да, для того, чтобы просто его облизывали. Он любит, чтобы его облизывали, чтобы говорили, какой он классный и хороший, девочки. Прям восхищение, понимаете, было в глазах всех школьниц. Должно быть восхищение. Вот такие дела. На отношения, девочки, можно. Если вы занимаетесь магией, если вы у нас необычная, с розовыми голубыми волосами, если у вас вы сама вот необычная, да, то я вам скажу, отношения с этим мужчиной довольно-таки у вас возможны. Если у вас туннели, пирсинги, татушки,
вот почему я про это говорю, да, это то, что на теле уже у вас давно присутствует. То есть я отличаюсь от других, и вы как-то себя выделяете. Вы реально не серая масса. И дело в том, что вот этот мужчина, хоть и хочушник такой, чтобы его хвалили, ему нужна вот эта необычная женщина, которая увидит в нем больше, чем видят в нем школьницы. Понимаете? Если вы хотите просто простого, порядочного мужчину, с которым вы будете гулять по парку, собирать осенние листья, и он будет вас фотографировать, да, а потом мы будем потом мы поженимся, и потом опять мы будем ходить, и каждый год там новые эти... Ну, короче, если вы хотите обычной такой тривиальной жизни с этим мужчиной, да, если вы хотите спокойной жизни, ее не будет с этим мужчиной. Этот мужчина, который хочет, чтобы шли за его талантом, девочки. И он будет глубоко уверен, что этот талант в нем есть. И только особенная женщина может этот талант в нем рассмотреть. Хотя я вам скажу так. Тут у кого-то может действительно талант быть, а у кого-то, девочки, здесь может быть просто пение, да. Что он, если попел в ванне, в душе попел, и решил, что у него есть и голос, и никто не берет, еще не оценил никто. Ну, короче, тут такое. Не совсем простой, девочки. Тут главное, абы не прогореть с ним. Вот если вы такой, знаете, практичный человек, если вы хотите спокойных, нормальных таких отношений, без звезд на небе и без чердаков, голубей, розовых волос, пирсингов, короче, то такое себе удовольствие. Но если вы сама по себе такая особенная, да, и готовы делать ему комплименты и чтить его особенность, девочки, да, то и если вы будете говорить ему, вот, блин, знаете, как покорить этого мужчину? Его легко, девочки, покорить. Берете, залазите в соцсети или, например, говорите, мне надо с тобой встретиться, загадочно, да. Вот просто не знаете его, знаете, мне надо с тобой поговорить, мне надо с тобой встретиться, только при личной встрече. Его это может заинтересовать, он придет, да. Потом, ты знаешь, я давно хотела сказать, ты такой особенный, ты такой божественно талантливый, ты просто мечта там. Ну, короче, знаете, на уши ему присесть, и все. Чем лучше вы ему присядете на уши, чем больше он поверит, девочки, все, отношения будут. Но если вы сама особенная, и если вам замуж особо не надо. Это я вот про это намекаю, девочки. Вот такие дела. А давайте еще одну выкинем карту. Хочет ли он отношений с вами? Пентакливый ищет пентакливую. Вот видите, какая пара. Особенную хочет. Особенную. Причем он будет ехать на коне, а вы будете гордо идти рядом с ним. Но, девочки, брак, я вам скажу, что тут это будет тягомотина. Если хотите за него замуж, это будет гребаная тягомотина, сразу говорю. Там и это, одними комплиментами тут его в ЗАГС не затащишь, да. А вы думаете, он в ЗАГСе будет волочить жалкое существование просто мужа, который будет сумки с едой домой таскать? Они на того нарвались, мои дорогие. А если он еще у вас с мамкой живет, то все, то все. Все, девочки. Это такое, чисто погулять, на звезды посмотреть, там, эти вот, не знаю. Так просто, провести время, девочки. Ну, если вы готовы на отношения, вот, говорите ему комплименты, кружите его, девочки, он ваш навеки. Но не в браке. Все, мои дорогие, вот такое вот было гадание. И не одно мы сегодня с вами посмотрели наших мужичков. Я надеюсь, вам понравилось. Мы с вами хорошо провели время, девочки. Поболтали.
надо как-нибудь сделать стрим просто с ответами на вопросы, да. Например, например, кто-то хочет погадать, кто-то что-то спросить. Но единственный момент, когда я уже так пробовала, там было очень столько много сообщений, что я, девочки, не то что не успевала читать, он просто ломался. И там, там даже было видно, когда идут сообщения, они идут с такой скоростью, что YouTube не успевает их обрабатывать, и они думают, что это, знаете, непонятно какой трафик, и, короче, и стрим соскакивал. Поэтому вот тяжеловато так, конечно же. Все, мои дорогие, спасибо вам за внимание. Сейчас не так уж и поздно. Кстати, насчет сериалов, девочки, я вам скажу одну вещь, да. Если вы любите сериалы, особо от них уходите. Может, смотрите какую-то более классику. Джейн Остин тоже, девочки, да, «Гордость и предубеждение», «Секс в большом городе». Ну, такие сериалы какие-то культовые. Потому что я вам скажу, мою одну знакомую прям сейчас засосала. Она мало того, что после развода, ей надо сейчас налаживать личную жизнь, там тролливали, она уже стала на ноги там полгода как в разводе, да. И вместо того, чтобы сейчас выходить на новых мужиков, как говорится, она, видите ли, сериалы дома смотрит, да. И, короче, я с ней тоже уже такую беседу провожу. Региться на сайты знакомств и будем делать сериал себе в жизни. Зачем на них смотреть, когда можно себе такой сериал устроить, что вам дорогая будет. Все, мои дорогие, спасибо за внимание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие ведьмочки.